Мадагаскар – огромный остров в Индийском океане, у восточного края Африки. Здесь для многих жизнь непростая и довольно бедная, но при этом остров притягивает тем, ради чего сюда и летят – потрясающей природой и количеством эндемиков, животных и растений, которых больше нет нигде, и, конечно, в первую очередь это лемуры – настоящий символ Мадагаскара. А еще меня постоянно удивляло, как сильно он отличается от материковой Африки своим азиатским следом, австронезийскими корнями и влиянием Юго-Восточной Азии в языке и культуре. И именно таким, живым и контрастным, я покажу его в этом видео. Привет, друзья! Наконец-то я прилетел в Антананариву, столицу Мадагаскара. Вот аэропорт. И что можно сказать, что сейчас сезон дождей, постоянно идут дожди, дороги, в общем, везде размыты, погода не очень, но меня это не останавливает, и мы будем изучать эту замечательную страну. Поэтому поехали! Друзья, что удивляет, конечно, то, что мы увидишь в Африке, это множество рисовых полей. Но это, естественно, связано с историей, с Азией. И рис здесь самая популярная еда. То есть его едят утром, днем и вечером. И вот множество рисовых полей. В среднем на Мадагаскаре на одного человека приходится около 153,5 кг риса в год. Один из самых высоких показателей в Африке. При этом страна входит в число крупнейших производителей риса на континенте и по ряду оценок уступает только Нигерии. Друзья, значит, я уже заселился в мой потрясающий отель. Комнатка небольшая, но все очень уютно. Значит, кровать, подушки, чистая постель. Значит, тут у нас вид на домики старые, мадагаскарские, и на город и остановку. В общем, вид неплохой. И тут у нас еще ванная комната. Также симпатичная африканская корзина, рукомойничек, туалетик, душевая кабинка. Все как положено. Одобряем. Я пришел в одно из рекомендуемых интернетом мест, это Irish Pub, и заказал себе пинаколаду. Она стоит 15 тысяч местных денег, что немного больше 3 евро. Ну и сейчас попробуем. Ну, в принципе, нормально. Пить можно. И тут немного дешевле, чем в отеле. А мы выезжаем в путь на восток, к нашей первой точке, к резервации. Впереди несколько часов дороги, смена пейзажей, короткие остановки и ощущение, что путешествие наконец-то началось. Сейчас главное доехать, а дальше будет самое интересное уже на месте. Тут, конечно, в принципе, дорога асфальтированная, есть ямы, безусловно. Но из-за того, что тут одна из главных трасс, она идет к порту, то здесь, конечно, очень тяжелый трафик, очень много грузовиков, и все так сильно задымлено, пыли много, поэтому немножко тяжеловато, конечно, ехать. Но вот посмотрите, какая тут красота, открывается вид на эти холмы. И вот тут рядом продают
бананчики. В 75 километрах от Антананариву находится вот такая резервация. Это частный парк, приватный. И здесь можно увидеть множество эндемических животных, таких как хамелеоны, всякие ящерицы, змеи и лягушки, ну и тому подобное. Ну и также здесь много всяких растений. Поэтому это такое интересное место, которое нужно посетить, если вы хотите посмотреть всяких вот таких зверюшек со всего Мадагаскара. Важно понимать контекст. Это место не про дикую природу в чистом виде. Часть его истории связана с исследованиями, разведением в неволе и экспортом. Животные здесь в вольерах, поэтому их намного проще увидеть и снять крупно, чем в лесу, где они прячутся и живут по своим правилам. Если вы любите детали, это как раз тот случай, когда можно спокойно рассмотреть хамелеонов, кеконов и других эндемиков буквально в нескольких шагах, поймать их текстуры, глаза, движения. И это реально вау-эмоция. Но у формата есть обратная сторона. Здесь могут держать рядом виды, которые в природе почти не пересекаются, а некоторых животных иногда достают из укрытий и показывают ради кадра, включая демонстративное кормление хамелеонов кузнечиками, и это почти всегда лишний стресс. Так, друзья, значит, тут вот такие есть клеточки, и в них прячутся всяческие вот такие животные. Очень классно, красиво, и, конечно, желательно их не трогать, но вообще можно подержать. Но есть такие гекконы, которые вообще их невозможно просто заметить в дикой природе. То есть он полностью сливается с деревом или с листьями или с травой. Это потрясающе, конечно. Значит, дорогие мои друзья, пока я еду, вернее, пока я ехал к парку, я проголодался и захотел что-то перекусить, и тут как раз показалось на горизонте потрясающее заведение, то ли для туристов, то ли для богачей, не знаю. И тут на самом деле очень прилично все выглядит, и пицца хорошо выглядит, и вот есть и напитки всякие, и что угодно. В общем, место хорошее. И очень прилично здесь. Бананы растут, газон, травка, все как положено. Поэтому приятного аппетита мне. Я вам покажу пиццу. Смотрите, такая пицца. И вот так выглядит территория. А дальше едем еще примерно 60 километров на восток, в национальный парк Андасип. Там будет уже другой формат. И лес, и точки, где животных можно увидеть ближе. Так что впереди самое интересное. Мы наконец-то приехали в парк следующий. И он находится, получается, несколько часов езды от предыдущего места. Ну и мы сейчас будем смотреть лемуров. Но чтобы их увидеть, нужно попасть на вот такой остров. Только на лодке, потому что лемуры могут разбежаться. Их тут вот так держат, кормят, чтобы они ни в чем себе не отказывали и радовали посетителей. И это собственность частная, то есть отеля. Вам нужно прийти в отель тут рядом, купить билетик и прийти сюда с билетиком и прийти на вот этот потрясающий Лемурский остров. Само место состоит из нескольких искусственных островков, на которых обитают эти зверьки. Некоторые животные здесь были бывшими питомцами или спасенными животными, поэтому формат получается контактным, но не всем он нравится. Лемуры здесь привыкшие к посетителям, подходят близко, иногда буквально прыгают на плечо, и эмоции от такой встречи остаются очень сильными.
Посмотрите, какой он классный, реально, как мишка. Но лучше их не трогать руками, чтобы не укусил. А так вообще они тут очень даже контактные. То есть они нормально реагируют на людей. Лемуры для многих становятся главным впечатлением от Мадагаскара. Взгляд, характер, ощущение живого леса. И важно помнить, они не просто милые. Они помогают лесу жить, в том числе разносят семена и поддерживают обновление экосистемы. Но у этой истории есть и теневая сторона. В последнем найденном мной национальном опросе на основе интервью 2016 года исследователи оценили, что в домохозяйствах могли держать около 33,5 тысяч лемуров, и значительная часть этой оценки приходилась на города. Авторы подчеркивают, таких животных редко разводят в неволе. Чаще их изымают из дикой природы. Вернуть обратно крайне сложно, а примерно треть попыток содержания заканчивается гибелью из-за условий, питания и стресса. Также эта проблема тесно связана с туризмом. В исследовании 2019 года по кольцехвостому лемуру описаны 286 животных в незаконном содержании, а туристические направления названы горячими точками. Почти половина случаев была связана с бизнесами, где лемур становился источником дохода и фотоаттракционом. Есть и еще более жесткая реальность – охота ради мяса. В исследовании, опубликованном в 2012 году, по разным площадкам от 12 до 33% респондентов сообщали о потреблении бурых лемуров за предыдущий год. Из-за незаконности такие вещи часто занижают, поэтому ученые используют более анонимные методики опроса. А в последние годы добавился городской спрос. В работе 2025 года около 2600 участников в 17 городах. Они описывают устойчивую городскую торговлю, где 95% продаж идут не через рынки, а напрямую своим клиентам. Значит, это мое ложе на этот вечер и ночь. Значит, тут у нас африканские мотивы, кондиционер, вернее вентилятор. Тут еще одна комната. Дальше у нас ванная, полотенце, хозяйственное мыло и душ есть. Это, кстати, номер 3 звезды. Отель, вернее, 3 звезды. Но выглядит очень даже прилично. Мы уже приехали в следующий парк. Это уже такой парк с дикой природой. Мы будем искать сегодня больших лемуров. И наша дорога займет около 2 часов. И их не так уж и сложно найти, но иногда они, конечно, прячутся, потому что они не будут вам себя показывать, чтобы вы их сфотографировали. Это все-таки дикая природа. Но я надеюсь, что мы их сегодня увидим. Пробираемся по таким джунглям. Тут уже, конечно, дорожек мало и чуть-чуть неудобно ходить. И жарко еще, и влажно. В общем, одно наслаждение. Друзья, вот в общем этот дикий лемур. Мы его приманили сладким каким-то плодом. И он хочет его забрать. Но боится подходить близко или подпрыгивать. Безусловно, самое интересное это то, как они общаются. В лесах Андасиба живет Индри, и его вы узнаете сразу. Это длинная, почти музыкальная песня, которую поет вся семья, будто хор. Смысл очень практичный. Так они держат связь между собой и одновременно показывают соседям, что территория занята. Иногда гиды включают на телефоне запись этого пения, чтобы вызвать ответ, и Индри действительно могут начать перекликаться. Но часто ничего включать не нужно. Идешь по тропе, и где-то вдали лес сам начинает петь.
Так как сегодня суббота, сегодня у нас, значит, банный и постирочный день. Вы видите, что здесь очень много людей стирают и сушат свое белье. Там дальше растет рис, в общем, оно растет в этой же и воде. Вот. Но этим занимаются женщины. Поэтому сейчас еще более-менее неплохая погода, иногда солнце проглядывает, поэтому вот так на камнях можно быстро высушить все ваше белье. Вон есть детские всякие полотенки, даже игрушки вон есть, тазики. Вот. Но самое интересное, что буквально 100 метров отсюда есть очень-очень дорогие дома. И у них вид получается на вот эти все постирочные процессы. Так, друзья, я уже приехал, значит, обратно в Антананариву и заселился в отель. Прошел этот ад по этим дорогам с полностью, скажем так, с отсутствием их экологических норм. Вот, и, значит, я вам покажу ванную. Это у нас ванная, душ, туалет есть. Так, и здесь у нас, значит, комната. Комната просторная, закрытая территория, тут комплекс получается. И у нас кровать большая. Тут, значит, угощение. Клубника какая-то. Или что это такое? А нет, не клубника, что-то другое. Значит, сок, шоколадки. Вот, и вид на город. Ну, мы далеко от центра на самом деле. Но тут более безопасно, чем, например, в Редиссоне, который в центре находится. Здесь очень заметен контраст между внутри и снаружи. Территория отеля ограждена, внутри свой маленький мир. Порядок, охрана, рестораны, ощущение спокойного комфорта. Такой закрытый туристический анклав. А за забором начинается совсем другая реальность. Бедность, простые дома, местами трущобы. И разница ощущается буквально в нескольких шагах. Я приехал в аэропорт Антананариву, Domestic терминал, и жду свой рейс в Марандаву. Значит, самолет опоздал где-то на часа 2. Вот, я надеюсь, больше он опаздывать не будет, потому что я еще жду. И, кстати, самолет забит, потому что будет, вернее, забит, потому что летает раз в 3 дня. Вот так. В сезон дождей рейсов в Марандаву значительно меньше. Расписание сокращают, а даже запланированные вылеты часто уходят в задержки. Пассажиров немного, поэтому в аэропорту и на рейсах часто видишь одни и те же лица. И если нужен действительно быстрый способ добраться до Марандавы, то по сути он один – самолет. Потому что по земле это очень долго, особенно когда погода ухудшается. Я уже прилетел в Марандаву, и вы видите как раз вот пляж и Индийский океан. И сейчас у меня будет ланч. Я заказал себе пиццу и колу. Значит, тут очень дешево, то есть пицца стоит где-то 3,5 евро. Ну, я не знаю, какого она размера будет. И рядом также находится мой отель. И сегодня мы посетим парк. И, естественно, аллею Баобабов. Самое популярное место, одно из самых популярных после Носибе. И что еще? И завтра поедем обратно в Антананариву. К сожалению, Madagascar Airlines вообще отменил рейсы в тот день, когда мне нужно было лететь. И мне придется, в общем, ехать сутки, 24 часа с остановкой в этом городе обратно в Тану. Ну, это будет, конечно, путешествие непростое, потому что тут, в отличие от востока, дорог очень мало, практически нет нормальных. Поэтому это займет такое большое количество времени. Но я надеюсь, все будет хорошо. А еще интересно, что здесь, в принципе, безопасно. И мне Кит сказал, что тут военная администрация сейчас, протесты уже были.
И, в общем, они пресекают любые преступления типа краж и тому подобное. Поэтому, если сравнивать, например, столицу, там, где не очень безопасно и распространено, как минимум, кражи распространены, то тут, конечно, все намного лучше в этом плане. Короче, ребята, мы уже приехали в новую резервацию возле Марандавы. И тут есть черепашки, есть лемуры. И мы их вот призываем с помощью свиста и каких-то фруктов. Но, конечно, на улице очень жарко. Рядом с Марандавой некоторые отели держат у себя животных и подкармливают их, чтобы привлекать туристов и дополнительно зарабатывать, даже если вы там не живете. При этом вокруг таких отелей нередко много живой природы. Птицы, рептилии, насекомые, необычные растения. Так что кадры могут получиться очень атмосферными. Ребята, в общем, тут можно вот так подержать на себе лемуров и покормить их. Видите, как их много? Они такие, как мишки, кстати, очень мягкие, с длинными хвостами и хрюкают постоянно. Видите, какие ребята красивые? Класс. Все, он поел. И, в принципе... Дальше мы едем в одно из самых узнаваемых мест Мадагаскара, недалеко от Марандавы, на аллею Баобабов. Это та самая точка, которая у многих первой всплывает в голове при слове Мадагаскар. И вживую она реально ощущается как другая планета. Открытое пространство, тишина и десятки огромных деревьев. Друзья, я наконец-то добрался на знаменитую аллею Баобабов. Посмотрите, они тут огромные, очень много. И мы поедем немножко дальше, чтобы видеть крайнюю там точку какую-то. И вернемся сюда на закат, чтобы наблюдать этот закат и эти баобабы вместе. У нас фрукт баобаба. Его можно купить. А также вот тут продаются семена баобаба. Вот такие вот они. Также их можно приобрести и попробовать. А также тут очень много муравьев всяких и живности. Мадагаскарские баобабы почти целиком привязаны к западу острова, где длинный сухой сезон и преобладают сухие леса. Восток совсем другой. Туда приходят влажные юго-восточные пассаты, дождей больше, климат стабильнее влажный. А запад во многом остается в дождевой тени рельефа, поэтому условия там суше. Именно в такой среде баобабы чувствуют себя уверенно. Они сбрасывают листья в сухой сезон и запасают воду в стволе. А сама аллея баобабов считается остатком когда-то более обширного леса, который со временем сильно расчистили. И в итоге на открытом пространстве остались самые заметные, уцелевшие деревья. Друзья, в общем, мы сейчас будем добираться вот на тот берег, на вот такой, значит, коровке, зуба называется, и вот такой тележке, бричке. И нужно дойти, если вам не страшно намочить свои ножки, но лучше добираться на вот таких устройствах. В общем, едем потихонечку. Ja, dan moet je wel safari. На закат здесь стоит закладывать время с запасом. Самые красивые цвета часто появляются не в момент, когда солнце касается горизонта, а уже после, минут через 10-15.
Небо начинает менять оттенки, могут появляться фиолетовые, розовые, глубокие оранжевые слои, и каждый вечер получается немного другим. И на фоне этого света баобабы выглядят просто невероятно. Силуэты становятся графичными, как вырезанные. И вдруг понимаешь, почему именно это место стало символом Мадагаскара. Это один из тех редких моментов, когда ничего не нужно объяснять словами. Ты просто стоишь и чувствуешь чистое восхищение тем, какой бывает природа. Далее нас ждет долгая дорога обратно в Антананариву. Маршрут извилистый, и на большом участке покрытие далеко не идеальное. Местами асфальт заканчивается или превращается в разбитую дорогу, поэтому едешь медленно, и время в пути растягивается намного сильнее, чем кажется по карте. Значит, у нас небольшая остановка, и мы сегодня движемся к Антананариву. Посмотрите, какие тут потрясающие долины в этой части Мадагаскара на западе. И погодка сегодня облачная, но на берегу там было в Морандавии солнечно. И, конечно, удивляет, насколько тут много пространства и практически ничего нет. То есть тут вон там только одна деревня вижу, а так вот все просто вот такая равнина. Друзья, значит, мы снова в Антананариву, и вот позади меня находится потрясающий красивый французский вокзал, вернее вокзал, построенный французами, и он, не знаю, функционирует сейчас или нет, но находится как раз на самой главной улице города, Авеню Независимости. Кстати, друзья, на вокзале есть кафе или ресторан, называется Кафе де ля Гар. И тут очень классный такой автентичный французский стиль. Все очень дорого-богато, скажем так. Вот приборы, все есть. Значит, бар потрясающий, много десертов, кофе. Вечером можно сюда прийти на ужин. И не сказать, что тут прям очень дорого, тут нормальная цена. Друзья, в общем, я поднялся на холм, и, в общем, на этом холме располагается уже жилье богатых людей или людей с достатком, а внизу обычно живут вот там бедные люди. И вот тут расположен, кстати, Королевский дворец, но сегодня он закрыт, к сожалению, и я его не смогу посмотреть и вам показать, но радует, что хорошая погода, и можно наслаждаться видами на Антананариву. Мадагаскар – это когда каждый день новая реальность. Утром слышишь, как в глубине леса перекликаются лемуры, а вечером стоишь среди баобабов и смотришь, как небо играет другими красками. После такой поездки остается не только память о местах, но и ощущение, что ты реально побывал в другом мире. Подписывайтесь, дальше новые маршруты и новые истории.